Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз. Таро прогноз на ближайшее будущее. 3 месяца. Что вас ждет? Давайте узнаем в ближайшем будущем. И условно возьмем период июль, с того момента, как вы нашли это видео, август и сентябрь. Итак, продолжим. Оставайтесь со мной. Итак, мои дорогие друзья, у нас 3 колоды карт, соответственно, июль, август и сентябрь. Давайте узнаем. Перейдем к нашему прогнозу, какие энергии будут преобладать в июле месяце. С чем это будет связано? Какие вопросы? Ну, вот тройка мечей. Я всегда говорю, это карта выздоровления или здорового равнодушия. Обратите внимание, это колода у нас ангелов-хранителей. И не на каждой карте в этой колоде изображение ангелов, а вот в этой колоде аж 2 ангела, мои дорогие. Ангелы вас утешают. Есть какое-то разочарование. Может быть, это мы попали в сложную ситуацию, а может быть, мы и какую-то ошибку совершили. Тут у каждого по-своему. Здесь время принимать себя таким, как есть. И даже если, ну, где-то сделал что-то не совсем правильно, не совсем корректно, ну, самая первая задача – отпустить это. Эмоционально прожить этот сложный момент, чтобы остались силы идти дальше. И ведь эта карта, по сути дела, да, грусть, сожаление есть какое-то, но и одновременно выздоровление. Уже мы не пропускаем какую-то прежнюю ситуацию через эмоции. Мы ее оставляем именно как свершившийся факт. И мы более так холодно смотрим. Мы сделали выводы и идем дальше. Ну, может быть, прости себя, прости и других тоже. Такое я тоже могу допустить. Поэтому принимайте, наверное, все то, что заканчивается или закончилось, так как оно есть, так как оно свершилось. Но если вы видите, что, ну, есть еще у вас потенциал, ведь нам не рассказывают конкретно, чего это касается. Может быть, и работы, может быть, и личной жизни, может быть, и какой-то финансовой ситуации. Когда мы выздоравливаем, мы видим мир совершенно через другую призму. Поэтому какое-то выздоровление. Ну и позвольте себе, наверное, право на ошибку. Это очень важно, потому что когда мы, с одной стороны, думаем, ну вот сложилась, допустим, какая-то тягостная ситуация, и мы начинаем искать в себе где-то оправдание. Это правда. Психика человека, психология, она так устроена, да, когда мы думаем, это вот у меня вот именно такие условия создали, что меня к этому подвело итогу, или человек какой-то так поступил. Иными словами, мы перекладываем свою ответственность на кого-то другого. А здесь вот, понимаете, в том-то, наверное, фокус состоит, что мы понимаем, не человек так поступил, а это мы слишком доверяли. Или мы надеялись на кого-то, что именно в заданном каком-то ключе или траектории будут разворачиваться события. А жизнь мы с вами сейчас проживаем в эпоху перемен, нам довелось. И тут ведь никуда не денешься. Мы все равно сталкиваемся с тем, что если уже как какая-то программа заложена или как маховик истории начал разворот, пусть это поначалу было медленно, это были какие-то первые предпосылки, мы их могли не видеть, мы тоже где-то могли зазеваться, замечтаться, а тут мы говорим, ну да, вот я лопухнулся, или я зря доверяла, но если мы позволяем себе право на ошибку, значит, мы выздоравливаем одномоментно, практически так. Мы люди, мы 100 раз ошиблись, и еще с вами 150 раз ошибемся, это реальность. Но, наверное, каждый раз через вот этот период выздоровления мы проходим, и мы выходим каждый раз сильной личностью. Это правда, какая-то ситуация у вас стабилизируется. И у кого-то это может касаться. Смотрите, король Земли сама по себе – это стабильность. Да, это некоторый консерватизм, потому что это надежные люди. Может быть, это есть какая-то история конкретно связана с вашим близким или родным человеком, с кем-то из родственников. Иногда олицетворяет король Пентаклей именно кого-то из близких наших. Но это тот человек, который прочно стоит на земле.
С одной стороны, это вам приглашают карты, вас точнее, приглашают примерить на себя вот эти добрые энергии, себя не корить. Это все то, что я сказала по первой карте. Но, может быть, даже если в какой-то ситуации это проигралось, да, вот не все так сложилось, мои дорогие близнецы, на 100%, как вы были когда-то уверены, то вот теперь мы можем что-то исправить тоже. И, кстати, Уран в вашем знаке зодиака с июля месяца, он ломает какой-то шаблон. И вот ломка шаблона может сопровождаться вот такой тройкой мечей или тройкой воздуха, с сожалением некоторым. Но значит, у нас есть приоритет, определенно точно, мы уже видим, какова реальность есть. И значит, мы теперь уже точно знаем наверняка, куда приложить собственные усилия. И пусть это уже не личная жизнь, а вопросы, которые связаны с вашими достижениями, с вашей работой, построением карьеры или конкретно решением какой-то финансовой ситуации. Вот здесь вы видите беспристрастно, никаких эмоций. И праздник будет. Карта праздника, мои дорогие. Одновременно карта и контактов, и дружбы. Поэтому кто-то из вас может задумать менять свое окружение. Все зависит от того, с чем это было связано в предыдущий период. Вы можете прийти к выводу, что, ну да, вполне вероятно, с кем-то мы не нашли взаимопонимания, а теперь вы захотите, ну, как-то нейтрализовать эту сложную ситуацию. Может быть, и по работе, опять же. А может быть, это и касается дел сердечных. Но так или иначе, есть сама по себе коммуникация, контакты, когда есть праздник. Праздник прописан конкретно в карте, но есть еще и надежная дружба. Может быть, мы чего-то ждали большего, или надеялись на что-то, или, ну, как-то по-другому видели разворот событий. А здесь нам еще и Плутон Водолей тоже сюрпризов может добавить. Не все так однозначно. Каковы еще энергии? Но все равно энергии, посмотрите, июля месяца, девятка Земли. Это и удовольствие, и удовлетворение от жизни. Это карта изобилия, процветания. Буквально, когда мы где-то все свои сильные стороны концентрируем. Причем в таком режиме более конкретном, вот как этот король Земли. Это есть какая-то реальность. Может быть, даже какие-то ваши планы вы тоже перекладываете на те события, что я могу сейчас осуществить. Или у вас есть возможность закрыть какую-то финансовую брешь, мои дорогие. И я могу допустить, что с учетом двух карт вы можете с кем-то договориться. Вы сами можете кому-то помогать, и я такое вполне допускаю. Но для кого-то это будет еще и помощь вам, мои дорогие близнецы. Есть какая-то надежная, проверенная либо дружба, либо личная жизнь. И ситуация какая-то стабилизируется. И вот это разочарование, оно завершается. Вот именно в июле месяце. Вот такие добрые энергии. Может быть, еще где-то остались воспоминания. Обратите внимание, по семерке воздуха у нас двое, дети. И почему-то у мальчика в его руках 5 яблок, а в корзинке девочки всего 2. И девочка так одиноко свернулась на скамеечке. Она хоть и маленькая, но она как воин приготовила меч. Наготове держит, да, он безножен. Она заснула от усталости, а может быть, заплакала и от обиды заснула уже. Мы можем быть со стороны любого персонажа в этой карте. Мы можем быть и этой девочкой, когда дружба была потеряна. Мальчик некрасиво поступил. И мальчик-то ведь это понимает. Он пытается эти яблоки теперь вернуть, но да, он предпочел, извините, какой-то материализм настоящей дружбе. Или он где-то позволил себе замечтаться, и он боится, правда, к девочке подойти, пока она бодрствует, а не спит. Не самый, может быть, и лучший вариант принести и положить эти яблоки, но, тем не менее, он поступает так, как может. И если вот не в каждой колоде, точнее, не в каждой карте, мои дорогие, как я сказала, изображен ангел, и вы можете это видеть уже, король Пентаклей, или тройка воды, или девятка земли, нет изображения ангелов, а вот именно в сложных ситуациях высшие силы вам помогают, мои дорогие. И здесь ангел благословляет на примирение. Ангел благословляет на то, чтобы
Люди проговорили какую-то важную тему, нашли, опять же, контакты, может быть, откровенные разговоры, признать свои ошибки и сказать человеку, если человек вам дорог, я был неправ. Или, если к вам, мои дорогие близнецы, тоже кто-то идет на мировую, ну, не закрывайтесь, рассмотрите, по крайней мере. Конечно, решать будете вы сами, но, повторюсь, ангел как будто благословляет, что даже самая сложная ситуация. И знаете, мы ведь все должны быть услышаны. Так вот и тогда даже самая сложная ситуация, она может для нас разрешиться, и дружба может восстановиться. Почему нет? Все зависит, конечно, от сложности самого периода, самой ситуации, остроты вопроса, нашего восприятия. Но все же мы можем, конечно, и сделать какие-то выводы и пойти дальше в одиночку, да, а можем и какую-то дружбу продолжить. Пусть это была какая-то одна цель или задача. Здесь мы можем и цели наши пересмотреть, и задачи. Карта призывает к нашей мудрости, мои дорогие. Поэтому все не так вот однобоко. А может быть и есть смысл восстановить какие-то контакты, если вы, мои дорогие близнецы, видите, что ну нет, жалко мне буквально либо что-то терять, либо какого-то человека, и вы признаете, что да, в чем-то вы были неправы. А если к вам кто-то откликается и пытается с вами идти на мировую, рассмотрите, потому что пока еще не все однозначно. Какие еще энергии? Но, видимо, вот каждый решает сам. Посмотрите. В центре у нас семерка воздуха. И все то, что я сказала. С одной стороны изобилие, процветание. С другой стороны старший аркан отшельник. И, кстати, две девятки. С одной стороны 9. И очень теплая карта благополучия. Буквально это жизнь, знаете, как новое качество жизни. То, к чему мы стремимся. А по девятке это больше уединение. Где-то и одиночество. Две девятки говорят, что неизбежно жизнь твоя будет меняться. Всегда 9 преддверие по нумерологии перемен. И с одной стороны, вибрирующее само по себе число 9, да, если мы перевернем, это вроде как 6, а 6 это у нас любая карта победы. Вся наша активность проходит 6 стадий. И шестая, победная, это как заключение. Это вершина или своеобразный итог того, что мы проделали или как сумели договориться. Выбор делаете вы. Вам в какую сторону? Да, по аркану отшельник это мы узнавать можем какие-то и тайны тоже. И может быть эти тайны как раз и нам помогают увидеть, как и человек мог заблуждаться, а потом принимает уже свою ошибку и готов к диалогу. Так и мы сами можем быть тоже готовы к диалогу. Но вот как вы сумеете договориться или построить какую-то контактную форму, мои дорогие близнецы, все же это будет зависеть напрямую от вас самих. По этой карте мы можем вот так вот тоже где-то, или может захотеться вам уединиться, или какой-то, может быть, прежний период вы словно были уже в уединении, как этот отшельник, закрылись от мира, потому что была какая-то сложная ситуация. То договориться вы теперь можете. Вы словно можете повернуть немножко время вспять или исправить какую-то ситуацию. Вот я вижу так. Мудрость, конечно, нас девятый аркан призывает к мудрости и говорит, кстати, что вам ничто не мешает. Ну вот правда. Хотела сказать, достану карту на личную жизнь. Не буду доставать эту карту десятка кубков. Она сама говорит и о личной жизни, и о возможностях, семья. Ну а если были какие-то перипетии, несогласованности или недостаток взаимопонимания, да тут все можно уладить. Я об этом с самого начала и говорю, и даже если была какая-то ссора, двое сумеют договориться. Десятка кубков, она дополняет одновременно, как и значение девятки земли, это наш материализм пусть, но ведь все же это наше благополучие. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. Значит, как и может быть решена какая-то финансовая история, так одновременно добавьте себе праздника, добавьте себе приятных эмоций. Может быть, для кого-то завершите свое одиночество, даже если был какой-то тягостный опыт, было и предательство, мои дорогие. Но не все, наверное, мы можем рассматривать с позиции
сугубо вот такого холодного материализма или меркантильности. Есть еще то, что бесценно, то, что мы не можем оценить буквально. Это наши чувства, это дружба, это эмпатия, это искренние доверительные отношения. И вот это вот комплекс всего проходит по десятке кубков. Давайте мы с вами достанем карту как ваш совет самому себе из будущего. Какой бы вы себе дали совет? Ну, посмотрите, по семерке Земли тут будет у каждого двояко. С одной стороны, эта карта может говорить о тех моментах, которые касаются, к примеру, банально, заключения каких-то договоров или пересмотров важных бумаг, соглашений, может быть и контрактов, у кого-то брачных контрактов. И тогда тут все идет своим чередом. И вот этот регламент, если нас призывают подождать, да, ну не всегда бумаги, согласитесь, в наши сроки укладываются. Это какая-то структура уже предусмотрена, и тот режим, который сам по себе от нас точно не зависит. Есть, конечно, и ожидания, когда добрые дела наспех не делаются. Вот тогда примите этого внимания. Но есть и пустые надежды. Если мы ждем, когда, допустим, дело где-то и от нашего желания, от нашей активности, тоже может быть как побудительный мотив или первый шаг, а мы все ждем, когда человек какой-то откликнется. Но тут надо подумать, стоит ли продолжать пустые надежды, пустое ожидание. И даже если вы пока наверняка не знаете, неважно чего касается, личной жизни или вашей работы, сферы достижений, но вы понимаете, да, вот надо было поступить как-то иначе, сделайте первый шаг. Конечно, важно, когда тебе откликаются, но у вас добрая энергия. Вы сумеете проговорить, и самое главное, вы сумеете быть правильно понятыми. Поэтому, может быть, искусство первого шага, оно будет для вас важнее, потому что какая-то неопределенность у вас завершится, мои дорогие близнецы. Давайте мы посмотрим энергии августа. Что нам раскроют карты? Какую историю нам расскажут, каковы энергии для вас на август месяц. С чем это будет связано? Ну, наверное, тот, кто не сделал выбор по части, к примеру, завершить свое одиночество, ну, где-то будет продолжать. С одной стороны, вам никто не будет мешать, никто не будет настаивать, никто не будет вас уговаривать, если вам такое состояние нравится. Но ведь насколько это может быть приятным? Тут, да, иногда мы все нуждаемся в отдыхе, но тем не менее для нас очень важна эмпатия, наши близкие. Те люди, которые с нами в любой период жизни. И когда нам хорошо, они могут разделить искренне радость с нами. Но и когда плохо, они не будут нам за это пенять, а где-то придут на взаимовыручку и вот эту самую помощь. Все же карта «Отшельник» нам говорит, что тут у каждого будет по-разному история складываться. Ну, оно и понятно, мы все разные. Но, видимо, от того, как вы решите какую-то тему или больной вопрос в июле месяце, от этого будет зависеть конкретно ваше благополучие в августе. Карта Солнца. Даже доставать ничего не хочу. Карта Солнца еще и выбор правильного направления. 2 старших аркана, мои дорогие близнецы. И это какая-то стратегия, тактика. И сразу дистанция месяцев на 6-8. Будьте внимательны, вы как закладываете в свой будущий успех. Или вы можете оставаться вот в этих энергиях, как по отшельнику. И тогда, ну, как новую траекторию вы берете. По аркану, может быть, кому-то это и необходимо, как работа на самого себя, углубление в какую-то тему, когда вам даже не хочется расширять круг общения. Я такое тоже могу допустить. Мы ведь все разные. И для кого-то буквально вот это некоторая обособленность. Карта Солнца выпадает. Это потому что кто-то может из вас осваивать новые технологии, к примеру, да, на августе, и в августе месяце точнее. И вам просто, ну, не совсем как бы с руки или недостаток времени, или даже нет интереса. А вот в одну какую-то сторону вы словно устремляетесь и будете туда все свои направлять энергию, силы и время. Я такое могу допустить. Но ведь карта Солнца – это еще и карта нашего эго. И нам так всегда немножко карта Солнца говорит, тебе это эго надо немножко
причесать в самом себе, чтобы оно тебе не помешало увидеть какие-то новые возможности. Потому что мы в чем-то уверены, понимаете? И где заканчивается самоуверенность, прекрасное качество, а где самонадеянность начинается? Очень такой вибрирующий переход. Поэтому самому себе помешать никак нельзя. Но нам это приносит, если мы в чем-то, как видим прогресс. Может быть, совместить одно и другое. Может быть, подумать, каким образом, и не наступить на горло собственной песни, чтобы что-то развивалось, но и чтобы качество жизни, оно шло с какой-то геометрической прогрессией. Давайте достанем еще одну карту. По тузу Пентакли это время возможностей. Правда. Но вы сами только, мои дорогие, определяете. Это и возможность заработать деньги. Кто-то я могу, все же Пентакли, да, но тут и как помощь высших сил. Здесь по этой карте какая-то возможность сама по себе приходит. Это может быть связано с получением какого-то важного ответа, информации, какой-то новости или получением документа. Может быть, это вы как раз выходите из одиночества окончательно. Или кто-то, кто не решился в июле, да, на какую-то новую концепцию качества жизни. Здесь вы можете решиться в июле. У вас пространство, вселенная, Уран в вашем знаке. Уран ломает шаблон. Он ломает наш шаблон отношения либо к чему-то, либо к кому-либо. Вот такое тоже может быть. И вы тут, скорее всего, будете тоже что-то менять. Я так думаю, что вам не захочется что-то упустить. Какова еще энергия? Но все-таки по части отшельника и всего того, что я сказала, аркан повешенный, искусство первого шага, который вы должны сделать именно сами. И если мы какую-то паузу сами не хотим завершать, или просто сидим в ожидании, что это к нам кто-то сделает шаг навстречу, можно ничего не дождаться. Аркан повешенный выпадает как раз под арканом отшельник. Поэтому будьте внимательны. Давайте достанем еще одну карту. И у вас очень много старших арканов. В августе как ситуация по судьбе получает продолжение. По иерофанту все ключи в ваших руках, мои дорогие близнецы. Карта, конечно, может говорить, что вы изучаете языки, изучаете науки или строите карьеру, занимаетесь ростом своим собственным, может быть, личностным ростом, может быть, это как рост, вы строите карьеру. Для кого-то это вы обращаетесь в разные инстанции. По аркану Иерофант часто проходят и чиновники, или люди, которые призваны нам, ну, отчасти помогать, да, вот в лице тех же самых чиновников, каких-то организаций, учреждений, когда мы оформляем что-то по закону, или когда мы действуем, как принято в обществе, как принято в менталитете, там, где вы проживаете, или вы, опять же, пытаетесь стабилизировать какую-то ситуацию. Такое тоже может быть. Но, видимо, вы выбираете судьбу, я бы сказала так. Потому что словно у вас вот эта солнечная яркая карта, она говорит о выборе. Вам либо налево, либо, я бы сказала, направо. Какой-то судьбоносный выбор у вас может быть в августе месяце. Давайте я еще одну карту вот достану. Да, вот даже не знаю, карта Ро, посмотрите, но так тускловато как-то. Слева получается у нас, ну правда. А по центру говорят, да нет, вот тебе вот как будто правильный путь. И, скорее всего, вы это чувствуете. Для кого-то из вас это может быть контакт с человеком, который вам буквально помогает. У кого-то это будет как помощь финансовая. Я не исключаю, что кто-то и из вас будет тоже оказывать кому-то поддержку. Вот мы с вами говорили, какая-то история, июль, август. Может быть, вы и определяетесь, нужно ли вам что-то продолжать, или в каком объеме, или на что вы готовы. У кого-то вопросы по части труда, работы, включения в какой-то новый проект. По рыцарю Пентаклей, да, здесь могут быть как и новые должности, или вообще смена сферы деятельности. И мы понимаем, что мы многого не знаем, нам нужно что-то изучить. У кого-то первые шаги уже и в июле, а может быть и прежде. Но теперь вы шаг за шагом достигаете уже какого-то плату, мои дорогие. И вы здесь уже становитесь
но таким более крепким специалистом или человеком, который более прочно стоит на земле или словно знает, в какую сторону будут дальше развиваться события и готов сам корректировать планы. Давайте мы достанем еще одну карту. Все равно нам говорят, перемены тебе неизбежны. Ну, наверное, перемены мы тут не отменим вообще в принципе. И Уран в вашем знаке зодиака, он может нам приносить, как и новые новости, которые могут быть связаны вообще с какой-то мировой, может быть, историей на более глобальном уровне. Может быть, ваш бизнес, ваш труд, он тоже некоторым образом зависит от той общей атмосферы, которая складывается в мире. Или получение дохода, или работа каких-то систем, структур. Ну вот тут вот есть какой-то момент такой, что ты все-таки не упускай времени, не теряя его даром, потому что вот это колесо истории, оно всегда находится в движении. И мы знаем, это цикличность. И сначала это колесо идет наверх, но потом оно как замирает в какой-то высшей своей октаве или высшей точке отсчета, и одновременно это спад потом следует. Мы можем потерять время, потому что мы думаем, что так будет всегда. Карта говорит нет, перемены будут. Даже если ты тут решил или решила что-то ожидать, вряд ли ты что-то дождешься. Не упусти все же время, чтобы не было потом тоже каких-то сожалений. Вполне вероятно, и карта, ведь это все-таки колесо фортуны. Вот у вас сейчас фортуна, у вас сейчас как раз пик возможностей в августе месяце. Может быть, это и выбора правильного направления. Может быть, у кого-то по иерофанту, когда вы делаете карьеру, а у кого-то вы определяетесь с личной жизнью, с кем вы будете и насколько вы готовы углубиться в ваши отношения, насколько вы готовы взять на себя ответственность, на какую дистанцию вы готовы долгую пройти с человеком. Вот такие серьезные быть вопросы могут. Давайте мы с вами достанем, что в личной жизни мы спросим. Восьмерка чаш. Она может, соответственно, говорить и об уходе человека, или об уходе вас самих. Но в то же время мы ищем выход, и мы его находим. Об этом тоже говорит карта. Поэтому есть еще, к примеру, вот тот шанс проговорить какие-то сложные моменты, если вопрос касается тех пар на личную жизнь, кто в конфликте или в какой-то затянувшейся паузе. Но я вижу, мои дорогие близнецы, все же по колесу фортуны, но и вам какие-то шаги первые, возможно, придется делать. По крайней мере, может быть, вы и расстанетесь, или вы поставите точку в отношениях. Ну, тогда не будет вот этой двойственной ситуации, не будет качелеобразных каких-то непоняток. В этом тоже есть положительный момент. Но кто знает, может быть, откликнется человек. Ведь отношения строят двое. Это не игра в одни ворота, это взаимообмен, энергообмен. Вы откликаетесь в ответ конкретного человека, а эта персона точно так же, предполагается, в идеале должна откликнуться вам. И вот если есть этот энергообмен, то есть смысл идти вперед в этой истории. А если вы видите нет, хорошо, пошел, вот и иди. Вы так можете как-то сказать. Или пошла и иди. Вот тут ведь по-разному, понимаете? Но выход ищите вы. Это вы все-таки, карта подтверждает, какое-то важное решение должны принять. Давайте мы достанем как совет вас самих из будущего. Нечего добавить. Вам выпадает карта мага. Будьте магами и волшебниками. Вы можете рассчитывать на свои собственные силы в более чем полной мере. Маг, у него все стихии в руках. И даже если вам казалось, что этот человек нарочно вами пытается манипулировать, я такое вполне допускаю, но, по крайней мере, прояснить какую-то ситуацию вы можете окончательно. Опять же, два старших аркана. Обратите внимание. Первая позиция, два старших аркана. Опять два старших аркана. И здесь только по бокам ситуация восьмерка кубков. Это всегда, как я сказала, мы ищем выход или мы рассматриваем какой-то выбор. И мы выход находим, и выбор делаем правильно. Вот сделайте правильно. У вас что-то на кону очень важное.
Давайте посмотрим сентябрь, мои дорогие любимые близнецы. Каковы энергии на сентябрь месяц? Я искренне надеюсь, что наш расклад для вас будет, ну, какой-то подсказкой. Вот выйти из восьмерки мечей, да, это карта искаженного восприятия. Девушке, она сидит, ну, в определенной местности, да, или, ну, изображена она нам, по крайней мере, совсем в другом статусе, в другом виде, нежели она себя словно видит в зеркале. Ей кажется, что это она запуталась. Может быть, и есть путаница какая-то или задержка. Вам нужно с чем-то разобраться. Но отчасти это может быть и искаженное восприятие. По этой карте идет глубокая философия, когда мы какую-то прежнюю ситуацию до бесконечности обдумываем. А нам еще в июле говорят: прощайся с какой-то, может быть, даже если ты не прав, ну так надо проговорить, и тогда все станет на свои места. Но если вы видите, что вы в чем-то правы, да, или даже попытались, допустим, с конкретным человеком найти какие-то варианты контактов или исправить конкретную ситуацию, видите, что ну нет, все равно в любом случае вы тогда просто как налегке идете в будущее. Но чего бы тут ни касалось, карта императрица говорит о том, что дипломатия вам явно помогает, а вообще на кону стоят, может быть, и важные отношения, важный человек или ваш статус. Давайте посмотрим, каковы энергии. Сентябрь. Луна. Прекрасная карта на личную жизнь. Для тех, кто в паре. Это как тепло домашнего очага. Это эмпатия, это взаимопонимание, это интуиция. Но это еще одновременно 1000 неопределенностей, мои дорогие. У кого-то это может быть связано с тем выбором, который сложно сделать. Двойка мечей, да, очень похоже, посмотрите. На восьмерку мечей нам показаны вороны. Кстати, в этой колоде ворон – это мудрость. Если мы посмотрим на эту карту, непонятно, кажется, вороны как запутывают, да, девушку. А на самом деле ведь нет, они пытаются снять повязку с ее глаз. А ей кажется, как и в предыдущей карте, вот эти волосы, они словно цепляют невольно волосы своими когтями, лапами, да, и ей кажется, что это происходит вообще какая-то путаница и хаос. На самом деле нужно немножко помочь самому себе, потому что если мы рассматриваем вот эти вороны, мудрость, да, какой-то информации нужно подойти мудро и, может быть, увидеть все так, как оно есть, так, как обстоит. Потому что двойка мечей иногда говорит как и о выборе, опять же, но так и о каком-то тупике. И тупик этот происходит. Почему? Глаза закрыты. Или мы устраиваем в чем-то себе ненужную глубокую философию. А тем не менее, посмотрите, как полуня. Полуня – это эмпатия, я сказала, и праздник. Именно в этой колоде это конкретно праздник. Я допускаю, что может быть у кого-то и любовный треугольник по личной жизни. Ну так надо с чем-то вам разобраться окончательно. Потому что история, мои дорогие, может быть, я допускаю, что у кого-то и по работе путаница. Почему нет? И вы словно... Вам нужно между двумя работами выбирать, или между двумя предложениями, или двумя направлениями. Или вы, пусть даже, допустим, уже о чем-то сожалеете, но тут вам действовать уже пора. Понимаете как? Все 3 месяца говорят о какой-то неразрешимой или вами неразрешенной вопросе, проблеме, какой-то теме. И словно вы можете просто сидеть и ждать, вот бездействовать. А тем не менее, шикарные возможности. Вы теряете время. А на кону праздник. У вас, знаете, мои дорогие близнецы, вы тут такого себе можете надумать. Ну, пусть не все, но кто-то. 4 жезлов, праздник после победы. Так вот, какой-то вопрос у вас может решиться через контакты, через переговоры, дипломатию. Намного проще, чем вы так себе представляете. Но, конечно, быть дипломатом этим самым, да, и где-то искать взаимодействие, быть готовым и услышать что-нибудь такое, возможно, не очень лицеприятное о себе. Ну и ладно, тут ведь самое главное, какой мы итог получаем. Как вы должны освободиться от какого-то груза.
груза забот, может быть, да, который вы сами на себя взвалили, может быть и так. Но я так вижу, что это вряд ли. Для большинства из вас это есть какая-то тема выбора от начала до конца. И, может быть, завершить одиночество или завершить какую-то тянущуюся ситуацию, которая для вас ни шатка, ни валка. И в конечном итоге, если это были отношения, которые никуда не идут, ну, ладно, значит, мы себе сказали правду, и мы будем новую историю строить, и праздник после победы будет. А если это была ситуация по работе, то тоже мы тут можем либо как-то что-то исправить, или, по крайней мере, мы уже точно знаем конечный пункт, или к чему нас подводит эта ситуация. Стоит ли ожидать какого-то возврата, или, возможно, какая-то перерокировка, или нет. Тут ведь у каждого по-своему. Или поезд безвозвратно ушел, будем говорить, и мы опоздали, или все-таки и еще какие-то, ну, есть в наших руках рычаги влияния и возможности. Но по 4 жезлов это стабилизация и, повторюсь, праздник после победы. Он может быть, я бы сказала, на протяжении 3 месяцев, но лучше не затягивать. Правда, я даже затрудняюсь, смотрите, у вас 10 чаш в 2 позициях выпадает. Но я также должна сказать и 2 карты отшельника. У вас выпадает карта Солнца, Иерофант. Я тут вижу какая-то очень, как добрая энергия, добрые перспективы, сами по себе возможности, изобилие, любовь, процветание, теплый уютный дом. Вот это все вам раскрывают карты. Но словно отправной пункт или первая начальная точка этого маршрута – какое-то ваше решение. Какой совет вы себе дадите из будущего на сентябрь? Иди вперед. 3 – это всегда карты будущего. Вот обратите внимание, у нас как 3 плетут светофор. Последние стежки и зеленый свет уже, да? И вот у вас вы как сдаете какой-то жизненный экзамен. И, кстати, по аркану Иерофант. Вот в центре прямо нашего даже стола расклада прогноза оказалась эта карта. И у кого-то банально может быть экзамен, который вы сдадите, и он будет у вас в сентябре. Может быть, получите какой-то сертификат или важный документ. Есть возможность у кого-то построить карьеру. Или как это жизненный экзамен, когда вы решаетесь на что-то и решаете какую-то тему, вопрос. Но самое главное, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. Я благодарю за то, что вы смотрите видео, за то, что откликаетесь. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.